Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радекин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Первый пошел. Президенты России и Узбекистана дали официальный старт полномасштабному строительству первой интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана. Церемония знаменует переход к заливке первого бетона в фундамент реакторного здания. Борис Леонидович, пожалуйста, прокомментируйте, чем интересна данная АЭС. Ну, давайте по порядку. На самом деле будем ждать репортажа и более точной информации. Если исходить из логики самого проекта, он первый не только в Узбекистане, он первый на планете. Впервые на одной площадке будут работать два малых маневренных энергоблока на базе реактора Ритм-200Н. И там же будут возводиться реакторы ВВР-1000 проекта 428 мощностью 1000 мегаватт каждый. Вот так это звучит. Очевидно, что работа начнется с малых блоков. Дело в том, что отливки для изготовления реакторов Ритм-200Н на заводе Росатома уже произошла, то есть процесс начат, значит, нужно побыстрее двигаться. Все-таки реакторы большой мощности, гигаваттного класса, они немножечко дольше изготавливаются. Что интересного в этом проекте, почему за ним, я уверен, будет наблюдать все представители мировой атомной индустрии, это сочетание вот в таком виде. Два крупных энергоблока, которые будут работать в базовом режиме, и два малых реактора Ритм-200, которые способны обеспечить маневр мощностью. Реактор Ритм-200Н – это наземная модификация ледокольного реактора Ритм-200. Его эксплуатационные характеристики хорошо известны, собственно говоря, поэтому заказ состоялся. Они не только работают в условиях Северного морского пути, то есть хорошо, уверенно себя чувствуют, не нарушая никаких проектных характеристик при бортовых наклонах до 45 градусов, при продольных до 30 градусов. То есть, если ледокол вырезает на льдину, реакторы продолжают работать совершенно уверенно. Для Узбекистана вот эта характеристика весьма важна. Я думаю, что те, кто постарше, наверное, понимают, что в инженерной школе Узбекистана Ташкент 1966 – это намертво, это навсегда, это в подкорке, это в спинном мозге. Та катастрофа, которую постигла тогда Узбекскую Советскую Социалистическую Республику, это действительно страшно, и спасали всем союзом, и город восстанавливали практически с нуля. То есть сейсмоактивность для Узбекистана далеко не пустой звук. Поэтому и Ритм-200, который заведомо выдерживает вот такие нагрузки, и поэтому не ВВР-1200, а ВВР-1000 проекта 428. Да, это потеря как бы мощности, а спрос на электроэнергию в Узбекистане растет, но это спокойствие. Спокойствие, мне кажется, действительно важнее. Реактор ВВР-1000, проект 428, был разработан специально для Китая, для восточного побережья, которое находится в сейсмически опасной зоне. Там работают уже 4 таких реактора, и безаварийные, безинцидентные машины-часы наработаны в огромном количестве. Разумеется, об этом не говорится вслух, но мне кажется, тут даже объяснять ничего не надо. Опасения узбекских атомщиков, узбекского государственного регулятора, совершенно очевидно имеют под собой все основания. Не хочется переживать ничего подобного, лучше перестраховаться, лучше потерять в мощности, но обеспечить самим себе спокойствие. Стоит все-таки помнить о том, что государственный регулятор, который ставит подпись на лицензии, на строительство, будет отвечать до конца жизни. Время работы реакторов 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. То есть может смениться два поколения узбекских политиков, а подписи и ответственность государственного регулятора никуда не денутся. Реактор Ритм-200 штатно работает при снижении мощности на 75%. Да, мощность электрическая как бы не самая большая, 55 мегаватт, но тем не менее 70% отсюда снятия, это значит, что можно
маневрировать мощностью, не прибегая к каким-то дополнительным мерам, к строительству гидроаккумулирующих электростанций. Да, они тоже запланированы, там же в Джизакской области, но это дело будущего, а дополнительная вот такая страховка, когда атомная станция может сама себя балансировать по мощности, ну, такого нигде не было. Есть интересный американский вариант от компании TerraPower, натриум реактор, но там маневр за счет емкости с солью, немножко другое. Тем не менее, это интересно, и если у американцев все получится, таковы требования современных объединенных энергосистем, есть большой перепад на спроса на электроэнергию в дневное время, утреннее, вечернее и так далее. Реактор должен обеспечивать бесперебойность выработки электроэнергии в том объеме, в котором она необходима объединенной энергосистеме. Так что проект интересен сам по себе. Еще интереснее то, что происходит в городе Подольске, если мы говорим о малых реакторах, то, разумеется, говорим о Подольске, это столица мировой малой энергетики атомной. И это тоже не шутка, что на бумаге в разных стадиях готовности, на разных этапах лицензирования около полусотни реакторов малой мощности атомных. А на ЗИО Подольск, ну, давайте уж вещи своими именами называть, перешли просто на конвейерное производство. Я иногда смотрю на показатели завода, ну, действительно вызывает чувство уважения, и, ну, даже местами и восхищения. Давайте просто попробуем вспомнить, сколько этих ритмов 200 уже сделано, потому что они уже полностью готовы. 4 атомных ледокола, 4 двойки 0, 222-20. Это 4 раза по паре таких реакторов ритм 200. Вот уже 8 сделано. Были переданы на Балтийский завод для монтажа на борту атомного ледокола «Чукотка». Еще 2, вот уже 10. В мае 26 года он для ЗИО Подольска, опять же, такой более чем серьезный. Прошли заводские испытания реактора «Ритм-200» для атомного ледокола «Ленинград». Это уже 11. И вот та новинка, которую нам еще, наверное, предстоит до конца оценить, прошли заводские испытания реактора «Ритм-200С». Это действительно большой шаг. 200С – это модификация реактора «Ритм-200» для плавучих атомных электростанций, для новых плавучих энергоблоков, которые предназначены для реализации проекта Баемского ГОКа. Там таких реакторов должно быть на 4 блоках еще 8 штук. Это обеспечение электроэнергии нашего самого атомного субъекта Федерации, Чукотки. Да, в декабре минувшего года остановлена полностью Билибинская атомная электростанция, но работает плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», 2 реактора, и вот еще 8 будут работать там же. На самом деле в постоянной загрузке будет 3 плавучих энергоблока, 4-й запасной, для того, чтобы можно было подстраховаться на время смены топлива, на время плановых предупредительных ремонтов. Тем не менее, вся эта нагрузка на заводе имени Орджоникидзе. Понятно, что часть оборудования изготавливает проектант АКБМ имени Африкантова в Нижнем Новгороде, но окончательная сборка, доведение до проектного положения – это ЗИО Подольск. Ну и если мы говорим о ритмах, то еще в прошлом году были завершены ритмы 400, предназначены для работы на атомном ледоколе класса «Лидер». Судостроители, конечно, задерживают. Я сильно подозреваю, что пока доставки на Дальний Восток реакторов не произошло, потому что появилась новость о том, что атомный ледокол «Россия» на воду будет спущен только в 2028 году. Тем не менее, это сделано, заводская проверка пройдена, и у нас на глазах выросло целое семейство атомных реакторов малой мощности. «Ритм-200» для ледоколов, «Ритм-200Н» для проектов в Узбекистане и для проекта в Устьянском районе Якутии, и «Ритм-200С» для плавучих энергоблоков. Академик Ломоносов продолжает работать, но
На нем работают реакторы КЛТ-40С, они менее мощные, 35 мегаватт, они имеют совсем другие массогабаритные характеристики, ритм-200 практически в 2 раза легче ими, меньше по объему. Ну и кроме того, перегрузка на ритм-200С, на ритм-200Н, на ритм-200 предусмотрена раз в 6 лет. Да, это проект изготавливался конкретно для нашей Арктики, для Северного морского пути, где любые транспортные вот такие вещи, доставить топливо или ледоколу перебраться в Мурманск на базу Атомфлота, все затруднительно, поэтому лучше это делать пореже. Топливо уникальное, больше такое на планете нигде нет. Там обогащение по делящемуся изотопу уран-235 19,75%. Отсюда такая длительность топливного цикла 19,75 и не выше. Это ограничение со стороны МАГАТЭ 20%. Все, что выше, считается уже нарушением условий договора о нераспространении ядерного оружия. Россия решила, что это тоже надо учитывать. На всякий случай напоминаю, что были другие времена. Ядерное топливо первого в мире атомного ледокола «Ленин» имело обогащение по урану просто 90%. На тот момент как-то ввиду отсутствия договора о нераспространении ядерного оружия нарушить его было невозможно. Мы делали то, что необходимо было советскому народному хозяйству в тех условиях, которые имелись на тот момент. Сейчас немножечко все по-другому. Ну и если говорить о перспективах ритмов 400, они в 2 раза более производительные и по электроэнергии, и по топливу, не исключено, что и для них будет создаваться такая же серия ритм 400С для плавучих атомных энергоблоков, там, где спрос на электроэнергию будет именно таким, это достаточно серьезные промышленные объекты, о том, где они могли бы быть реализованы в России, наверное, надо разговаривать отдельно, как-нибудь передачу на эту тему сделаем. Ну и будем надеяться, что наши судостроители подтянутся, несмотря на то, что реактор 200С для плавучего энергоблока готов. И, судя по сообщениям Росатома, начинается транспортная операция по доставке его на Балтийский завод. На Балтийский завод эти реакторы замечательные станут в корпуса, которые изготовлены в Китае. Это не потому, что Росатом нехороший и решил отдать деньги китайским судостроителям, просто негде было разместить заказ. Перегружены наши судостроительные мощности. Это не только военные заказы, что в последнее время становится все более актуальным, но и достаточно серьезные объемы строительства для рыболовецких компаний и так далее, и так далее. Вот строить пришлось и в Китае. Будем надеяться, что у нас все-таки появится либо свободная мощность, либо дополнительная мощность с тем, чтобы возможности Росатома были реализованы во всей красе. А то пока получается не очень красиво. Реакторы делать умеем, а корпус, ну, давайте, я уж не очень политкорректно, плавучие атомные теплоэлектростанции не перемещаются, это баржа. Ну, если плохо с судостроением, давайте подтянемся хотя бы до уровня баржестроения в том объеме, который необходим России. Ну, вот как бы вот такие мысли. Для Узбекистана возвращение в отечественный атомный проект, для России возвращение Узбекистана в российский атомный проект вещи знаковые, с учетом тех объемов заказов, которые Росатом находит за рубежом, тех объемов работы, которые необходимы в России. Напомню, что есть решение, что к 50 году доля атомной генерации в общем энергобалансе должна вырасти до 25%. Казалось бы, ну вот сейчас что-то около 20%, всего на 5%. Но если будет реализована генеральная схема размещения, то это 37 новых блоков. Часть блоков выводится из эксплуатации, к сожалению. Совершенно такая субъективная оценка. Действительно, вот очень жалко, что проект РБМК больше никогда не будет повторяться. Реактор большой мощности канальный, замечательное изобретение для своего времени, но в его время ушло, к сожалению. Их надо выводить из эксплуатации, нужно строить реакторы замещения.
планируется строительство новых, уже не замещений, а абсолютно новых на площадках в Сибири, на Дальнем Востоке. Объем работы огромный. Так что вот как-то так. Если смотреть статистику по годам, то отчеты, которые дает Росэнергоатом, концерн, владеющий и управляющий всеми нашими атомными электростанциями, объемы выработки электроэнергии практически постоянно, а доля начала снижаться. Связано это с тем, что электроэнергетика России растет, появляются новые и новые станции, и вот Росатом обнаружил, что да, киловатт-часов он вырабатывает столько же, а доля становится меньше. Было 22%, сейчас 18%. Так что догонять и догонять, работать и работать. Поэтому восстановление отечественной атомной школы, научной, конструкторской, инженерной, происходящее у нас на глазах, собственно говоря, в наш проект вернулись белорусские атомщики, сейчас появляется возможность совместных проектов с Узбекистаном. Разговоры о том, что Узбекистан не готов к атомной энергетике, прошу вести только на кухне, и не вслух, и не в комментариях ко всем нашим роликам. Исследовательские реакторы в Узбекистане не останавливались никогда. По части производства радиофармпрепаратов лидирующую позицию по ряду наименований именно у Узбекистана. Работает Институт ядерной физики, есть собственная школа. И то, что теперь от исследовательских реакторов переходит на энергетические реакторы, тем более вот с такими интересными проектами, на мой взгляд, совершенно закономерно. Ну, так что мы выигрываем, Россия выигрывает, Узбекистан выигрывает, выигрывает атомный проект. Будем надеяться, что все будет идти планово, все будет идти штатно. И это только начало большого пути. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на наш канал в Telegram, подписывайтесь на наш канал в Max, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Площадок больше, чем назвал Максим. Находите нас, подписывайтесь на нас. Это тоже большая поддержка нашему проекту. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.